12 февраля в зале заседаний административно-бытового корпуса Чернобыльской атомной электростанции состоялось заседание коллегии Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Перед началом заседания глава агентства Виталий Петрук зачитал текст почетных грамот о награждении работников Чернобыльской атомной электростанции Андрея Билыка почетной грамотой Кабинета министров Украины, Василия Ковтуненко и Бориса Спектора почетными грамотами премьер-министра Украины. На коллегии подводили итоги работы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения за 2018 год. В заседании принимали участие администрация ГАЗО, руководители госпредприятий зоны отчуждения, заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования, председатель Атомпрофсоюза, исполнительный директор НАЭК «Энергоатом», представители профсоюзной организации Чернобыльской атомной электростанции и Объединенного профсоюза предприятий зоны отчуждения, а также представители территориальных громад, граничащих с зоной отчуждения и обязательного отселения. Председатель коллегии Виталий Петрук проинформировал собравшихся об итогах работы ГАЗО и отметил в своем отчете, что к сфере управления ГАЗО принадлежит 17 предприятий и 4 учреждения, на которых трудится 6077 человек. Одним из важных достижений 2018 года Виталий Петрук считает принятие Верховной Радой изменений в общегосударственную программу снятия ЧАЭС с эксплуатации и преобразования объекта укрытия в экологически безопасную систему, а также восстановление целевого использования средств Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами, благодаря чему в декабре 2018 года завершены строительные работы первой очереди комплекса «Вектор». Пріоритети. Над якими пріоритетами ми працювали минулого року? Це введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту. Зупинятися детально не буде, тому що, думаю, Валерій Олександрович нам доповість про це більш детально у своєму виступі. Наступне. Реалізація заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему. Тут теж здійснювалася вся робота, яка необхідна. В цій роботі були залучені і Державна інспекція ядерного регулювання, і міністерство. Ми відчували підтримку в цій роботі. І, в принципі, на 2019 рік ми вже виходимо, я так сподіваюся, вже реально на фінішню пряму. Вже будемо звітувати про завершений результат, скажімо так, через рік. Які ще результати можна відзначити у 2018 році? Ви бачите видатки, які спрямовувалися з державного бюджету за останні 3 роки на функціонування підприємств зони відчуження. З року в рік ці видатки зростають. Це говорить про ту увагу, яка приділяється урядом до нашої діяльності, ну і відповідно зростає відповідальність за ефективне та цільове використання цих коштів. За підтримки, я знову ж хочу сказати, міністерством ми закривали таке соціальне питання, як пов'язане з відшкодуванням пільгових пенсій Пенсійному фонду. На 2019 рік це питання закрито в принципі, необхідні видатки є, і ми вже працюємо на безпосереднє виконання наших функціональних, скажімо так, завдань. Я думаю, цей графік доволі таки показовий, але незважаючи навіть на таке зростання і таке збільшення витрат, ми закриваємо лише нашу поточну діяльність по потребі. І завдання, пов'язане з більш ефективним і раціональним використанням коштів, воно перед нами все рівно залишається. Це динаміка змін середньої заробітної плати по Україні на підприємствах зони відчуження. Якщо ви бачите, то середня зарплата по підприємствах зони відчуження має більш, скажімо так, прогресивну динаміку, ніж в середньому по Україні. Це питання теж знаходиться в пріоритеті нашої діяльності. Краткие отчеты о работе своих предприятий в 2018 году доложили начальник управления по вопросам обеспечения барьерной функции зоны отчуждения, природно-заповедного фонда, радиационной безопасности, охраны труда и гражданской защиты ГАЗО, исполняющий обязанности директора государственной корпорации «Радон», директор Харьковского государственного межобластного спецкомбината, генеральный директор Чернобыльского спецкомбината и исполняющий обязанности генерального директора ГСПЧ. На объекте НБК практически завершены все строительно-монтажные и сборочные работы. Полным ходом идут комплексные индивидуальные испытания, оборудование, проводится обучение персонала.
Сейчас мы уже готовимся к началу следующего этапа сооружения этого объекта. Это так называемая опытная эксплуатация. С 4 февраля мы уже перевели персонал в эксплуатационный режим работы, то есть круглосуточный. И в ближайшее время, после завершения опытной эксплуатации, объект останется в эксплуатационном обслуживании. В основном завершены строительно-монтажные работы по объекту «Хаят-2». Проводятся также комплексные индивидуальные испытания оборудования, в основном с участием представителей Государственной инспекции ядерного регулирования, поскольку объект очень важный. В течение 2018 года был получен сертификат соответствия на новый вагон-контейнер для перевозки топлива, что позволяет ЧС сказать, что мы готовы к перевозке этого топлива. Начало холодных испытаний с имитаторами ТВС и также в этом году уже горячие испытания с реальным топливом. Полноценный ввод в эксплуатацию завода по переработке жидких радиоактивных отходов в настоящее время ведется с освоения проектной производительности данного объекта. Проводились плановые работы по техническому обслуживанию, ремонту, поддержанию в безопасном состоянии блоков. В рамках подготовки к перевозки топлива значительный прогресс достигнут по плану повышения безопасности энергоблоков. Это в том числе создание новой системы, современной системы радиационного контроля объекта «Хаят-1». Это замена силового оборудования, оборудования освещения, КИПА и связи на том же объекте, реконструкция и модернизация кабельного хозяйства объекта, создание резервных линий связи и резервных линий энергообеспечения «Хаят-2». Сооружена и введена в эксплуатацию новая резервная котельная для теплоснабжения НБК. Проводятся работы по подготовке к третьему этапу горячих испытаний на ПКО ТРО на промышленном комплексе по обращению с твердыми радиоактивными отходами. В настоящее время ведется отбор образцов из отсеков существующего хранилища и, скажем так, разработка и согласование с регулирующим органом методик характеризации кондиционируемых радиоактивных отходов. Также проводится активное международное сотрудничество. Реализуется несколько проектов, финансируемых Еврокомиссией. Это такой, как проект по созданию установки освобождения от регулирующего контроля. На объект уже началась поставка оборудования, а полностью монтаж оборудования и предъявление его к сдаче в июне этого года. Ведется работы по повышению также в рамках проекта, финансированного Еврокомиссией, по повышению возможностей учебно-тренировочного центра, и чтобы в дальнейшем он мог, как мы надеемся, стать отраслевым центром в деле подготовки персонала в части обращения с радиоактивными отходами и снятия с эксплуатации. Во время обсуждения первого пункта повестки дня были заслушаны выступления председателя профсоюзного комитета ГСПЧС и Объединенного профсоюзного комитета работников зоны отчуждения. Было бы более точно отдавать структурированную информацию по уровню заработной платы, по росту заработной платы, именно по структуре. Это рабочие и ТР руководители. Потому что средняя заработная плата, там я записал, Укррадон выросла в 2,4 раза, но я быстро анализ провел, я вижу, что у заместителей руководителей там 400 тысяч, там 300, 100 тысяч, по разному уровню в месяц заработная плата. В среднем будет 2,4, наверное. То есть вопрос справедливости здесь, безусловно, стоит. И мы это, кстати говоря, обсуждали, когда готовились и проводили переговоры по отраслевому соглашению. Именно этот момент узкий мы обсуждали. И было обязательство его урегулировать, чтобы не было такого резкого отрыва топ-менеджера от всего персонала всех предприятий. Теперь у меня вопросы к вам, Виталий Викторович. Они касаются вашего сообщения о том, что вы говорили об улучшении организации и оптимизации работ в зоне отчуждения. И один из приоритетных вопросов, который перед вами поставил министр экологии. Правильно я понял? Да. Скажите,
Что конкретно имел в виду министр? То есть есть ли аналитика этих процессов? Что нужно улучшить? Какие критерии не выполняются? И какие пути оптимизации, улучшения предлагается применять? Максим Іванович, це доволі комплексне питання, і воно і назріло, і перезріло. Чому? Тому що ви знаєте, та проблематика, яка є між підприємством зони відчуження, по-перше, це дублювання функцій підприємств, які виконують. Воно є. Минулого року ми з цим питанням почали займатися, і, скажімо, дещо нам вдалося. Це враховуючи те, що ми прийняли рішення, що характеризація РАВ буде сконцентрована на одному підприємстві, в екоцентрі. Те, що індивідуальний дозиметричний контроль підприємств зони відчуження буде сконцентровано на іншому підприємстві, а не два підприємства будуть надавати ці послуги. Це те саме стосується питань, пов'язаних, так звана прачка. Да? Ми ліквідували відповідні підрозділи на декількох підприємствах, сконцентрувалися на одному. Те саме в межах зони відчуження перевезення радіоактивних відходів, всю цю функцію ми передали на УЗФО. Над цим ми вже працювали. Але в нас залишилися інші блоки питань, які продовжуються дублюватися на різних підприємствах. І на сьогоднішній день це вже навіть створює труднощі і протирічить законодавству. Наприклад, ті ж метрологічні служби, які є на різних підприємствах. Якщо на підприємстві є метрологічна служба, вона цьому ж підприємству не має права надавати ці послуги. Це з 1 січня 2019 року, в принципі, заборонено законодавством. А у нас ця метрологічна служба є і на ЧСК, і в екоцентрі, і на ЧАЕС. Мабуть, цю роботу потрібно продовжувати. Раз. Наступне. Змінилося бюджетне законодавство. Ще змінилося воно в 2015 році. Але після того, як пройшли перевірки КРУ по підприємствах зони відчуження, у нас виплило неефективне витрачання коштів порядка 66 мільйонів гривень по Чорнобильському спецкомбінату. І це було вказано в тій площині, що підприємство надає послуги іншим юридичним суб'єктам навіть в межах однієї бюджетної програми безкоштовно. Це напряму заборонено бюджетним законодавством. І КРУ це вказала. І ми маємо і зауваження, і проблематику, яку ми маємо врегульовувати. Як це врегульовувати? Якраз над цим і працює агентство. В цій площині якраз і мені на цей рік були визначені KPI. KPI чітко прописані, відповідне доручення вже я розписав своїм співробітникам для виконання. Далі, я думаю, найближчим часом будуть відповідні доручення і наказ, пов'язаний з виконанням KPI, які визначені мені особисто як голові Державного агентства. Я б хотів остановитися тільки на двох проблемах, які волновали нас в прошлом году, социальных, и свое предложение. Первое. Я благодарен вам в первую очередь и руководству Чернобыльского спецкомбината за то, что мы в прошлом году смогли все-таки решить проблему увеличения стоимости питания. Она не выросла, и ситуация значительно улучшилась благодаря совместным нашим усилиям. Красивая была диаграмма. Рост заработной платы с 9 тысяч с копейками до 13, это я посчитал 38%. За мою бытность я не помню такого резкого роста заработной платы. Это нас радует и считаем, что в таком направлении мы должны действовать. Однако мы должны понимать, что у нас произошло. У нас произошло резкое расслоение предприятий по заработным платам, по размерам заработных плат. Я приведу вам конкретный пример по Чернобыльскому спецкомбинату. Вот генеральный директор приводил данные, средняя заработная плата 9600. Это с учетом трансфертов, выплат, которые мы получаем по линии Министерства социальной политики, по бюджетной программе. Если взять ту зарплату, которую получаем по нашим бюджетным программам, то я приведу такой пример. Средний оклад по Чернобыльскому спецкомбинату в прошлом году составил 4481 гривну. По экоцентру проводной инженер, самый главный специалист, который работает на уникальном оборудовании, у него оклад 6748 гривен. А лаборант химанализа 5-го разряда, тоже высшая квалификация, 5577 гривен всего-навсего. Поэтому главный вопрос на сегодня, который задают везде и на всех уровнях, это когда мы поднимем уровень заработных плат на этих предприятиях.
Мы об этом говорили много. Мы пытались эту проблему решить. Действительно приложили много усилий. К великому сожалению, нам это не удалось. На сегодняшний день ситуация взрывоопасная. Принято решение фактически о проведении акции протеста. Для того, чтобы не довести эту ситуацию до такого развития событий, мы понимаем, что творится в стране, предвыборная кампания, все накаляется, сплошные провокации и так далее. Поэтому мы предлагаем провести у министра как можно быстрее, буквально на этой неделе, встречу с участием всех заинтересованных сторон. В первую очередь, это, естественно, министерство, работников министерства, вас, Виктор Михайлович, глава агентства, профсоюзов, и найти варианты решения этой проблемы. Ее надо найти. По требованию председателя Атомпрофсоюза Валерия Матова, которого поддержали профсоюзные лидеры ЧС и зоны отчуждения, не позднее середины марта 2019 года должна состояться отдельная встреча между администрацией ГАЗО и представителями профсоюза по обсуждению оплаты труда работников зоны отчуждения и предполагаемое реформирование предприятий ГАЗО. Вторым пунктом утверждали приоритеты в работе госагентства и план работы ГАЗО на 2019 год. После выступления первого заместителя госагентства по управлению зоной отчуждения в обсуждении планов коллегии принимали участие исполнительный директор НАЭК «Энергоатома», заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины, представители Иванковского и Славутичского исполнительных комитетов. Ми маємо шалений дефіцит кадровий в усіх галузях. Я переконаний, що робота з поводженням з відпрацьованим ядерним паливом, з радіоактивними відходами і по зняттю з експлуатації ядерних блоків також потребує кваліфікованого персоналу. Ми готові об'єднати зусилля, мається на увазі наша соціальна інфраструктура, запропонувати послуги міста для розвитку саме цього напрямку. І мені здається, в цьому зацікавлені будуть всі, в тому числі ДАЗ і НАЕК «Енергоатом» як перспективний замовник щодо зняття з експлуатації ядерних блоків. Давайте об'єднаємо ці зусилля і цей напрямок також будемо розглядати як один із пріоритетних на наступні роки. После утверждения плана работы на 2019 год были заслушаны результаты работы Службы внутреннего аудита Государственного агентства зоны отчуждения. В завершении заседания коллегия ГАЗО постановила утвердить проект публичного отчета председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения с итогами работы госагентства за 2018 год.